Приветик всем! Так, все нормально, запись идет. Сегодня у нас четвертый день интенсива, и вот наконец-то уже в четвертый день, уже прошло целых 3 дня, а мы все еще не вяжем, да, у нас интенсив по вязанию. Наконец-то в этот четвертый день мы начинаем вязать. Вязать наш настоящий свитер, то есть это уже не образцы никакие. И сегодня я вам покажу, как делать итальянский набор эластичный петель, для того, чтобы связать, наш свитер, ну, чтобы у нас рукавчики были одинаковые, потому что мы вяжем от рукава к рукаву. И здесь у нас получается начало ряда, как бы, да, начало вязания, а тут конец вязания. И вот чтобы у нас эти две части были одинаковые, мы можем использовать итальянский набор и закрытие эластичное тоже иглой, которая точно так же выглядит, как и итальянский набор. Вот. И, в принципе, вы можете не заморачиваться, и вы можете совершенно спокойно начинать свое вязание, как вы привыкли, и заканчивать, как вы привыкли. Но я решила немножко заморочиться, во-первых, чтобы и вам показать все это на деле. Ой, спасибо. И чтобы... Шики у меня там. Хочешь, бери. Фиолетовый. И чтобы вам, естественно, это все показать, потому что я уже давно вам обещала еще на шапках, бери любую, на шапках обещала, обещала на шапках показать, как закрывать это все дело иглой. И вот как раз я в этом вам интенсиве покажу на практике все это. Вот, я сама не знаю, какую я еще буду вязать резинку. Резинку я буду вязать 2 на 2 или 1 на 1. То есть мы с вами сейчас вместе сделаем и первый способ, и второй способ. Способы я имею в виду, что переход от этого итальянского набора к вязанию резинки 1 на 1 и к вязанию резинки 2 на 2, потому что я вообще себе запланировала резинку 1 на 1, но я подумала, что потом будут вопросы, а как же резинку 2 на 2 вязать с этим набором, поэтому решила сегодня сделать 2 набора, и потом мы с вами сравним, и я уже выберу, как у меня получится, то есть мы свяжем и ту резиночку, я надеюсь, мы успеем. Ну, если не успеем, вторую часть тогда я покажу на маленьком кусочке. Ладно, договорились. Просто я хочу уже начать вязать свой рукав, чтобы уже я потом еще дополнительно отдельно что-то не добирала. Ну, петли не набирала. Приветик, приветик, девочки. Итак, если будут у вас вопросы, тогда пишите обязательно. Буду вам объяснять, что и как. Так, в принципе, вечером, как всегда, я обещаю, проверю ваши все домашние задания. Сегодня в течение дня проверяла потихоньку, но еще не до конца. У меня еще много там непроверенных сообщений, так что не волнуйтесь вы за это. Я обязательно проверю и, ну, естественно, я уверена, что у вас там все правильно. Все, давайте тогда начинать. Резинку первую мы свяжем 1 на 1, то, что полегче, а то, что посложнее, уже во второй части. У меня мои моточки, я вот 2 моточка вот так вот смотала. 2 моточка смотала и буду вязать в 2 моточка. На ютубе не видно. Это раз. И вот также у меня еще есть 2 моточка. Ой, в рот лезу. 2 моточка вот такие. Буду вязать вторую часть, из них 2. И потом выберу, что мне понравится. То, что мне не понравится, распущу. Саша, покажите, пожалуйста, как сделать отверстие для большого пальца на удлиненном рукаве. Ничего себе, первый раз мне такой вопрос задают. Ну, это очень легко. Вы закрываете какое-то количество петель по ширине вашего отверстия, дальше вяжете следующий новый ряд и набираете в этом месте то количество петель, которое вы закрыли. У вас получается такая дырочка. Как же вам идет свитер? Спасибо. Сашенька, вы меня уговорили, написала вам в директ и в Телеграм. Уговорила на вязание, что ли? Ничего себе, давайте вместе. Я отвечу обязательно. Я как наркоманка сижу, жду, когда же начнется эфир. Времени свободного мало, но все равно открываю Инстаграм, увидеть эфир одним глазком. Услышать одним ушком: Саша, вы наш вязальный наркотик. Спасибо, мне так приятно читать это. Саша, где взять такую штуку для клубков? Это мне подарила девочка, подружка моя. Она подарила такую мне и моей маме. У моей мамы синенькая. Вот мы никогда не пользовались, а тут пользуемся, реально очень удобно. Как оказалось, хотя я никогда, ну, как-то не планировала себе такую штуку покупать. Вот оказалось очень удобно. Девочка покупала ее в Киеве, то есть не в Киеве, в украинском интернет-магазине. У меня, где вот эта штучка есть на фотографиях, там этот интернет-магазин отмечен. Так.
О, моя идея тоже с пальцем, круто. Привет, я сижу, вяжу образцы. О, привет, Милана. Ну все, давайте я переверну камеру и начнем вязать. Я, честно говоря, 100 лет не вязала итальянский набор, я сейчас переживаю, что я его забуду. И не смогу вам показать. Ну, может быть, руки у меня вспомнят. Такая штука есть на сайте Мама Лама. Вот, по-моему, как раз это и есть тот интернет-магазин, где покупала моя подружка эту штучку, клубочницу. Так, приветик, приветик. Ой, сейчас. Тут у меня как-то немножко по-другому стоит штатив, и мне немножко неудобно. Ну, сейчас разберемся. У сына день рождения. Ой, поздравляю, сыночка, с днем рождения. Сейчас я пододвину. Так, чтобы мне ничего никуда не улетело. Так переживаю. Так, вот мои руки тут. Сейчас я посмотрю, чтобы на ютубе было все видно. Мои руки тут, у вас тут. Значит, я тут немножко вам вот так сделаю. Вот, нормально. Эти клубочки пока уберу. Так. Большое мерси за ответ. В каком месте правильно расположить пальчик? В каком месте? Я, честно говоря, ни разу такое не вязала. Но вам, я думаю, что нужно его располагать вот так, как у нас рука расположена. То есть вы смотрите анатомию нашу и в этом же месте располагаете. То есть смотрите примерно, где у вас шов идет у свитерочка и сколько от шва вам нужно отступить, чтобы сделать эту дырочку. Так, скажи, пожалуйста, когда рукав надо сдать, когда будем набирать туловище? Рукав, по-моему... Ой, когда же рукав? Я, девочки, не помню это наизусть. Посмотрите в закрытом профиле, пожалуйста. Так, спасибо за поздравление. Приветик, приветик. На странице интенсива расписание эфиров, там, где когда сдавать написано. Вот, да, я про это и говорю. Ну что, давайте начнем. Набор итальянский. Зачем он нужен? Давайте я сейчас его свяжу и потихоньку буду вам рассказывать. Дело в том, что он не стягивает полотно, он очень эластичный, он имитирует машинное вязание, то есть те свитерочки, которые вы носите, купленные в каких-то обычных магазинах, ну, я имею в виду не ручной работы, они примерно все начинаются вот примерно так же. Поэтому это, ну, такой очень интересный способ сделать ваше изделие еще качественнее, я бы так сказала. Хотя я не считаю, что обычный набор чем-то плох. Обычный набор полотно стягивает, итальянский набор полотно пружинит. То есть край будет такой очень хорошо растягиваться, но при этом держать форму. Итак, мы, как обычно, ниточку берем, как обычно, на наш... Ну вот, как мы набираем петли, берем ниточку, одну кончик 1 и ниточка от клубочка 2. Так, все здесь то же самое повторяется. Мне нужно понять, сколько мне петель надо набрать. Я беру свои расчеты, вот мой рукав, я его вчера с вами считала. Когда начнем, вы спрашивали, да, когда начнем набирать на петли на спинку и вперед, кажется, в среду. Я точно не помню. Опять же, в закрытом профиле все есть. Вот, низ у меня 25 сантиметров и 38 петель. Значит, я набираю 38 плюс 2. 40 петель я набираю. Сразу я понимаю, что 38 у меня не делится на 4. 38 рабочих петель. Видите, 9,5. Поэтому мне нужно будет набрать либо 36 рабочих плюс 2 кромочные, либо 40 рабочих плюс 2 кромочные на второй мой случай, где у меня резинка 2 на 2. Я, скорее всего, буду, наверное, набирать 36 плюс 2 кромочные. Ой, вы так много пишете, Настя, что это ты на минуточку, я тут подалась на вашу с Сашенькой уговор, она убегает. Вяжу, никуда не убегаю, но сына за уши потянуть милое дело. Да, точно, мы в детстве так друг дружку тянули. Ого, 14 плюс 1, круто. 15 лет получается. Ну что, мне нужно набрать 40 петель. Сейчас я буду вязать резинку 1 на 1. Ну, какой-то кончик я оставлю, не знаю, хватит мне его или нет. Для набора итальянским способом нам понадобится одна спица. Вообще, многие советуют даже, знаете, набирать петли на более тонкую спицу, чем вы планируете вязать. Вот у меня спица 5,5, я буду на нее все-таки набирать, более тонкую брать не буду. Но вы можете попробовать. Итак, первую петельку мы, как обычно, набираем. Набрали, вот все повторяется, это я уже показывать не буду. Дальше мы держим наши ниточки вот так. То есть у нас здесь кончик, здесь наша рабочая. Все как обычно, как мы делаем всегда. И мы сначала, да, вот так.
И мы сначала подхватываем нашу ниточку, которая ближе к вам, снизу, а которая дальше, мы подхватываем ее сверху. И вот так выводим спицу. У нас получается как бы лицевая петелька, то есть если посмотреть, то она очень даже похожа на лицевую. Дальше, в следующий раз мы делаем все наоборот. Мы подхватываем снизу ту, которая дальше от вас, и сверху ту, которая ближе к вам. И это все дело вот так тоже выводим. То есть у нас получается каждый раз одна ниточка как бы находит на другую. В первом случае она находит позади, во втором случае она находит на другую впереди. Вот она ее как бы окутывает. Дальше снова мы все это чередуем. Снова снизу ближе к нам, сзади, сверху дальше от нас. Снова у нас лицевая получилась. Снова теперь снизу дальше от нас, которая ниточка, сверху ближе к нам. И вот так мы нашу спицу выводим, то есть чтобы у нас ниточки были всегда ниже спицы. И набираем таким образом то количество петель, которое нам нужно. Мне нужно 40. 2, 4, 5, 6, 7, 8, ой, подождите, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ну давай, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, так, 25, правильно, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30, подождите, мне кажется, я уже тут запуталась. 35, 36, 37, 38, 39, 40. И последнюю, кстати, 40-ю, я уже машинально ее так набрала, 40-ю мы провязываем как обычно. Как обычно набираем петельки, так и набираем самую последнюю, чтобы закрепить нашу эту всю конструкцию. Так, Саша, на шапке итальянский набор советуете или не стоит? Да, конечно, советую. Советую. Теперь можно нам это все хорошенько расправить, посмотреть, что у нас получилось, ничего ли у нас не перекрутилось. Но на самом деле у нас должны петельки ложиться вот так вот примерно попарно. Вот на спице это хорошо видно. Конечно, на леске уже все поперекручивалось. Выглядит это не очень сначала, но потом в процессе вязания мы это все будем поправлять. Теперь нам нужно провязать 2 рядочка, 2 рядочка полой резинки. Можно вязать не только 2 рядочка, можно вязать 4 рядочка полой резинки. Для того, чтобы аккуратно перейти от этого наборного ряда к вашему вязанию, полая резинка обязательно. То есть минимум 2 рядочка мы провязываем. В принципе, 2 рядочков достаточно. Давайте я покажу, что это значит. Вот наша рабочая ниточка. Я ее, как обычно, использую в вязании. Также и здесь первую петельку я снимаю. Вы снимаете так, как привыкли вы. Так, у меня тут все распалось, кажется, да. Первую петельку снимаете, как привыкли вы, а я ее снимаю, у меня нить перед петлей. Теперь нужно разобраться, какая у нас лицевая, какая изнаночная петелька. Вот лицевая выглядит так, как она у нас примерно, да, похожа на то, как у нас выглядит наша обычная лицевая. Давайте я, наверное, здесь ниточку сниму. Вот так, перекручу немножко, потому что я боюсь, что у меня сейчас все тут пойдет. Так, вот так. Сейчас, подождите. Вот моя лицевая петелька, и мне нужно ее провязать лицевой. Сейчас у меня все тут точно распадется, да, видите? Провязала лицевой. Дальше у меня идет как бы изнаночная, потому что у меня вот эта наборная ниточка, она обрамляет мою изнаночную впереди. Изнаночную петельку мы снимаем так, чтобы нить была перед петлей. Дальше у меня... Подождите, что у меня тут все перекрутилось, девочки?
Дальше у меня идет лицевая, я ее снова провязываю лицевой. Теперь у меня изнаночная, я ее снимаю нить перед петлей. Тут у меня лицевая, снова провязываю лицевой, изнаночную нить перед петлей, лицевую лицевой, изнаночную нить перед петлей, и мы вяжем так дальше до конца нашего ряда. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем нить перед петлей. Чередуем до конца ряда. Так, изнаночная. Как распознать лицевую? Еще очень просто. У нас лицевая петелька расположена так, что ее очень удобно вязать за заднюю стенку. Вот у нас задняя стенка ближе к нашей правой петельке, передняя стенка дальше. И мы хватаем за ту стенку, которая ближе к нашей правой спице. У меня ближе как раз задняя, вот я за заднюю ее провязываю. Дальше изнаночная, изнаночную я снимаю, лицевую провязываю. Да, я 100 лет, конечно, не вязала этим способом. Дальше изнаночную снимаю, лицевую провязываю. Ну, так и интереснее с вами. Так, лицевую, изнаночную снимаю, лицевую провязываю. Главное, чтобы у меня тут ничего не перекрутилось. Сейчас, если у меня не получится, девочки, будет жестко. Вообще этот способ набора, да, так я скажу, он проще, чем наш обычный, потому что там как-то меньше манипуляций, он легче запоминается. Его почему-то многие боятся, на самом деле, мне кажется, он гораздо проще, чем тот способ, которым мы привыкли набирать петельки. Ну вот, тот способ, которым нас всегда, в принципе, бабушки учили, в школах учили. Так, лицевая, последняя изнаночная, я ее снимаю и кромочную провязываю так, как я привыкла. Провязала, все нормально. Теперь я снова вяжу второй ряд полой резинкой. Так, Саша, здравствуйте. Нужно оставлять нитку, чтобы потом ей сшивать в рукав. Ой, девочки, это я забыла. Вы представляете? Обязательно, обязательно. Значит, мне нужно точно будет это перевязать. Обязательно вот эту, спасибо, что вы напомнили. Обязательно вот эту ниточку мы оставляем длинную, для того, чтобы нам потом с помощью нее сшивать наш рукав и нашу основную часть, спинку и вперед. Оставляйте ее подлиннее. Я когда вязала вот этот розовый свитерок, я прям так намотала ее, замотала в узелочек, и у меня тут такая связка из ниточек висела. И тогда гораздо проще нам будет потом сшивать, и не нужно будет 2 лишних конца прятать. Так, почему 40 петель, 38 же надо? 38 у нас рабочих петель, плюс 2 кромочные. Понимаете, 38 это на 25 сантиметров. Нам нужно еще 2 кромочные, которые у нас уйдут в шов, с помощью которых мы будем сшивать наш рукав. Саша, на горизонтальный свитер подойдет, пряжа букле, вы вязали из нее. Из букле вязала очень давно, но да, знаю, что подойдет. Почему бы нет, конечно. Так, выглядит, конечно, страшно браться, если у вас в руках так путается. Нет, оно не путается, все отлично. Главное вязать внимательно, внимательно, смотреть, какие петельки, и тогда все будет хорошо. Итак, смотрим дальше, что у нас тут происходит. Здесь, сейчас я переверну, чтобы вам вот так показать. Вот, смотрите, здесь мы в конце провязали лицевую, а изнаночную мы сняли нить перед петлей, и у нас была кромочная. Теперь те петли, которые мы снимали, мы провязываем, а те петли, которые мы провязывали в предыдущем ряду, мы будем снимать. То есть у нас все наоборот. Я снимаю нашу первую петельку. Вот моя петля, которую я снимала, у меня была нить перед петлей, я буду ее сейчас провязывать лицевой. Провязала. Дальше у меня изнаночная, я точно так же снимаю ее нить перед петлей, лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Здесь уже гораздо проще. Тут хорошо видно, где у нас лицевые, где изнаночные. Вы разберетесь 100% с этим. Второй ряд вязать очень легко. Да и первый несложно. Главное разобраться, где лицевые, где изнаночные, и их постепенно чередовать. Вот уже видите, уже виден этот наш край. Уже он отличается от нашего привычного наборного края, и он такой, знаете, перетекает из одной стороны в другую. Так, ну я вяжу так дальше. Лицевые провязываю, изнаночные снимаю нить перед петлей. И после этого мне нужно будет уже вязать мою резинку. Здесь у меня резинка 1 на 1. Сейчас я в следующий раз покажу, как вязать еще раз, да, это все мы с вами провернем дело. И покажу, как вязать резинкой 2 на 2 после этого края, потому что у нас тут идет чередование лицевых и изнаночных петель. И часто возникает вопрос, что делать, как перейти на резинку 2 на 2.
красиво, да, чтобы это было. Есть некоторый секретик, но мне кажется, что итальянским способом пользуются. Вот тут, да, у меня в начале не получилось. Итальянским способом пользуются очень многие, и мне кажется, что снова что-то у меня тут не то. В общем, не нужно было мне снимать нить перед петлей. Ничего, сейчас разберемся. Ну вот, смотрите, как выглядит этот край. Вот как выглядит этот край. Он выглядит иначе, чем мы привыкли, и он очень эластичный. Видите, он очень хорошо тянется. Так. Боже, Саша, я ничего не поняла. Может, когда пересмотрю эфир, то пойму. Сейчас еще повторим это все. Саша сказала, что должно делиться на 4. Должно делиться на 4, если у нас резинка 2 на 2. У меня сейчас будет резинка 1 на 1. Так, глаза боятся, руки делают, не боятся вперед в атаке. В атаку, точно. Насколько длинную оставлять вот эту ниточку? Я оставляю обычно метр и еще, ну, там, какой-то запасик. Саша, эти 2 ряда уже считаются? Я их обычно не считаю, потому что, ну, в принципе, я их не считаю, потому что они создают такую кромку, но можно их тоже посчитать, потому что они, по длине тоже имеют какое-то значение, то есть вы не можете их вычесть из вашей длины рукава. Ну, я, как правило, не считаю, начинаю считать уже, когда вяжу резинку какую-то, то есть уже начинаю вязать свой узор. Так, сейчас тут я вначале разберусь со своими петлями, чтобы у меня тут все четко. Теперь мы можем вязать уже резинку нашу 1 на 1. Вот у меня в конце изнаночная, значит, тут у меня должна быть лицевая. Вот моя первая изнаночная, значит, среди этого каламбура мне нужно лицевую провязать. Провязала эти ниточки, я затяну, все нормально. И дальше, так, ненормально, да? И дальше могу вязать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Я уже вяжу обычную свою резинку, как я привыкла, 1 на 1. Все, я уже итальянский набор закончила и могу провязать 7 рядочков своей резинки. Мне нужно провязать 3 сантиметра, 7 рядов. Вот вы знаете, я когда расчеты эти делала и думала про резинку вот эту вот с эластичным краем, я подумала, что как раз у меня первый рядочек пойдет за набор, а потом 6 я уже провяжу своей резинкой. Вот у меня получается, ну, как бы первый ряд из 6. Вот. Тут все просто. Видите, уже формируется наша резиночка. Так, Сашенька, если на косу высоту на 36,5 сантиметров надо 92 ряда, а на лицевую гладь 99 рядов. Почему смотреть, то есть вязать? Я советую смотреть по мелкому узору. То есть там, где у вас нужно будет, так, сколько? 99 рядов, лицевую гладь, на мелкий узор, потому что коса стягивает полотно, и все-таки она, знаете, в сочетании с лицевой гладью, она тоже в какой-то степени это полотно стянет, поэтому я всегда ориентируюсь на мелкий рисунок, а косу уже провязываю чуть больше или там наоборот чуть меньше, как она получается. Ну вот, смотрите, мои все петельки хорошенько расположились, и резинка 1 на 1 у меня уже получилась. Вот так выглядит край у этого способа. Видите, он как бы перетекает, одни лицевые перетекают в другие. И он эластичный, он хорошо тянется. Таким же способом мы будем закрывать наши петли в нашем том рукаве втором, который мы будем вязать от подмышки к запястью. Так, это у меня второй рядок. Давайте я, наверное, тут себе буду отмечать. Где-нибудь тут резинка у меня. Пусть будет 6 рядов. Раз, два, три, 4, 5, 6. Только там мы будем закрывать уже иглой. Вот я второй ряд начала вязать. Там мы уже будем закрывать иглой, но у нас получится все точно так же. То есть внешний вид будет такой же. Так, выходные эфиры будут, совсем нет времени смотреть. Нет, эфиры у нас с понедельника по четверг. Сегодня в пятницу. Почему эфир? Потому что не было в понедельник эфира. Я, помните, перенесла на один день наши занятия. У меня расписание эфиров есть в описании моего профиля. Ну вот, уже еще больше видно нашу резинку. Так, полую резинку вязать 2 ряда или можно больше? 2, 4. 2 или 4. Так.
Ну все, дальше я вяжу свою резинку 1 на 1. Давайте я, наверное, покажу второй способ, где резинка у нас 2 на 2, а потом, если что, посмотрю, какой-нибудь продолжу. Я вообще планировала вязать 1 на 1 резинкой. Так, я решила на дополнительную нить набирать, чтобы потом сразу оба рукава закрыть иглой, так как максимально одинаковый край будет, а то с моими умениями может и не получится одинаково даже с итальянским. Это тоже, кстати, способ. Так, давайте еще раз проверим. Лицевая, тут у меня изнаночная. Не, ну вот эту штуку я, конечно, перевяжу по-любому. Мне тут не нравится, как у меня тут выглядит все. Вот, и видите, дальше мы вяжем резинку 1 на 1, и все получается очень даже аккуратно. Вот. Давайте теперь, ой, я сейчас схожу за булавкой, и мы продолжим. Я покажу, как перейти на резинку 2 на 2. Так, вот я взяла булавку. Сейчас я это все дело пересниму и с новых моточков снова наберу, снова вам покажу. Может быть, вам снова это поможет еще сильнее понять, что происходит тут у нас. Это пока пересниму, может, я еще продолжу, не знаю. Если я вот эту, конечно, штуку не исправлю свою. Так. Ну вот как раз полчаса я объяснила одно, полчаса объясню второе. Сейчас мы будем набирать уже всего 38 петель, то есть 36 плюс 2 кромочные, для того, чтобы у нас поместился раппорт нашей резинки 2 на 2. Так, это я закрываю. Все. Ну вот моя резиночка, еще раз вам покажу. Теперь возьму новые клубочки и с новых клубочков буду этими же спицами вязать. Вот мои два новеньких. Я вяжу 2 нити, поэтому моточка у меня 2. Клубочка даже, да, это не моточки. Помните, еще раз повторюсь, хорошо, что мне напомнили. Я прям счастлива, что вы мне напомнили. Оставляем здесь длинный край, примерно метр и кусочек, для того, чтобы сшивать потом наш свитерок. Я сейчас его не буду оставлять, если что, перевяжу, чтобы он у нас не путался. Итак, снова берем одну спицу для итальянского набора. Первую петельку мы набираем, как обычно, как привыкли. Вот так, чтобы нам закрепить это все дело. Можно, в принципе, набрать ее просто вот так, перевернув, вот таким способом. Но я набираю, мне так вот таким способом набираю, у меня так все лучше держится. Как-то я привыкла так использовать. Помедленнее сам набор, пожалуйста. Хорошо, давайте я еще раз все повторю. Спица у меня вот это крутится и мешает. Давайте еще раз все медленно повторю. Итак, первое, что нам нужно сделать, расположить вот таким образом наши ниточки. То есть у нас нитки сверху пальцев. Здесь у меня край нитки, здесь у меня ниточка от клубочка. Я захватываю вот эту ниточку, которая ближе ко мне, снизу. Спицу вставляю как бы под нее, а следующую ниточку я захватываю, вставляю спицу над ней. Захватываю вот так и спицу вывожу наружу, чтобы мои две ниточки были снизу спицы. У меня получается как бы лицевая петелька, но она очень похожа на нее. Дальше мне нужно теперь сделать все наоборот. То есть мне нужно сначала зацепить петельку, которая дальше от меня, я ее цепляю снизу, спицу вставляю под нее. Дальше я цепляю петельку, которая ближе ко мне, ой, ниточку, которая ближе ко мне, и я ее цепляю сверху. То есть я спицу на ниточку накладываю, а потом эту спицу вот так вот вывожу для того, чтобы две мои ниточки были ниже спицы. Так у меня получается как бы изнаночная петелька. Она очень напоминает изнаночную. У нас одна ниточка вот эта, она проходит то сверху петельки, то за петелькой. Перед петлей и за петлей. За петлей она проходит, когда мы провязываем как бы лицевую. Перед петлей она проходит, когда мы провязываем изнаночную. Дальше снова лицевая. Я снова подхватываю снизу. Сначала подхватываю снизу, потом сверху. Это всегда у нас так работает. Снизу сверху. Снизу эту ниточку, снизу эту ниточку. Чередую. Итак, снизу эту подхватила, которая ближе ко мне. Сверху я подзахватываю ту, которая дальше от меня. И просто
просто вот так вот спицу вывожу наверх, чтобы 2 мои нитки были снизу. Снова у меня как бы лицевая получилась. Дальше захватываю снизу ниточку, которая дальше от меня, и наверх кладу спицу, захватываю ниточку, которая ближе ко мне. И вот так просто вывожу спицу. То есть я даже, ну, как бы наматываю, даже ничего там, узелочки никакие не делаю. Важно, чтобы ниточки всегда были снизу спицы, то есть спица всегда наверху. Так у меня снова новая изнаночная. Дальше лицевая у меня получается, изнаночная, лицевая, изнаночная. Когда вы возьмете в руки спицу и ниточки, повторите, вы все поймете. У вас руки очень быстро запомнят, потому что этот способ даже легче, чем, ну, тот, которым мы привыкли набирать, когда вы набираете постоянно этим способом. Итак, я набираю 38 петелек, 36 рабочих плюс 2 кромочные. Если у вас тут что-то перекручивается, вот они у меня немножко крутятся в разные стороны, ничего страшного, оно у вас все равно уже все закреплено. Главное правильно провязать первый ряд. И вы потом увидите, вот когда вы набираете петельки, вы увидите, что они у вас немножко таким зигзагом набираются и зигзагом выглядят на спице. Это правильно. Мне нужно теперь посчитать, чтобы я все правильно, количество нужное, чтобы я правильно набрала. Считать тут тяжело, потому что тоже все крутится и можно что-то потерять. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 последнюю мне нужно набрать так, как мы привыкли. Вот, готово. Все я набрала. Набираем обязательно на одну спицу для того, чтобы у нас край был первые, да, рядочки нашего края были как можно меньше, чтобы они не были слишком рыхлыми, вот эти наши первые петельки. Это очень важно. Можно даже брать спицу потоньше, но я этого не делаю. Так, что это за волшебство? Класс, Сашуня, приветики, кудесница. Ой, Лена, приветик. Мы тут набираем петли. Так, готово. Переворачиваем. Мы вяжем наш первый ряд. Помните, нам нужно провязать 2 ряда полой резинки. Вот здесь я уже буду умной, я не буду снимать нить перед петлей, чтобы у меня ничего никуда не улетело. Вот, смотрите, первая у нас как бы лицевая петелька, и у нас правая стенка, задняя, она наоборот, да, правая, задняя и передняя стенка. Вот задняя стенка, она у нас с правой стороны, передняя стенка с левой. Мы хватаем петельку за ту стенку, которая ближе у нас к правой спице. У меня это задняя стенка, у вас точно так же должно быть, поэтому я провязываю за заднюю стенку. Это бабушкин способ вывязывания лицевой петельки. Потом уже в следующих рядочках мы будем совершенно спокойно вязать классическим способом. Просто в этом наборе все работает так. Дальше у нас идет как бы изнаночная. Она очень похожа на изнаночную. У нее есть такая тут перемычка, как у изнаночных бывает. И мы изнаночную снимаем, чтобы у нас ниточка рабочая была перед петлей, перед изнаночной. То есть я ее завожу перед спицей, петельку. Сняли. Дальше у меня снова как бы лицевая, за заднюю стенку провязываю. Изнаночную снимаю нить перед петлей. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Лицевую, вот у меня тут они иногда перекручиваются. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю и так вяжу до конца ряда. Так, изнаночную снимаю, лицевую провязываю. Изнаночную снимаю. То же самое для резинки 2 на 2 нам нужно провязать 2 ряда полой резинки. Что такое полая резинка? Это когда у нас резинка получается как бы двойная. Двойная она получается за счет того, что мы половину петелек провязываем, половину снимаем, ну, чередуя. И с одной стороны, и со второй. И у нас получается как бы наши провязанные петельки с одной стороны, они находятся ближе ну, то есть ближе к переду, да, если можно так сказать, а остальные петельки, которые мы вторые провязываем во втором ряду, они ближе позади находятся, ближе к заду, ну, если так можно сказать. И у нас получается резинка такая как бы двойная.
но она реально двойная получается. Вот здесь, в этом случае, в итальянском наборе, нам нужно обязательно провязать такую резинку, чтобы у нас получился тот самый край, когда у нас лицевые плавно перетекают в лицевые на другой стороне. Для того, чтобы связать резинку 2 на 2, нам тоже нужно провязать 2 или 4 рядочка полой резинки. Полая резинка еще та, в которой одна петля провязывается, а вторая снимается нить перед петлей. Вот у меня последняя изнаночная, мы ее сняли, дальше провязываем кромочную, вы можете провязывать ее так, как вы привыкли, это не имеет значения. Ну вот у нас все повторяется, как в предыдущем рукавчике. Дальше второй ряд, нам снова нужно вязать полую резинку. Теперь те петельки, которые мы провязывали, мы снимаем нить перед петлей, у нас это будут изнаночные. А те, которые мы снимали, у нас это они уже лицевые, с нашей, с другой стороны, мы их будем провязывать лицевой. Вот у меня первая лицевая, потому что, помните, я последнюю снимала. Так, мне кажется, или похоже на английскую резинку, первый ряд. Ну, может быть, капельку чем-то похоже, да. Вот провязали мы лицевую, тут у меня уже явно видна изнаночная, я провязываю, то есть снимаю ее нить перед петлей. Дальше лицевую, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Вяжу так до конца. Это у меня второй ряд полой резинки. Дальше мне нужно будет вязать резинку 2 на 2. Можно всю резинку оставить двойной. Да, можно. И она у вас получится такая пухленькая, очень красивая, тоже хорошо держит форму. Кстати, полая резинка как раз тем и хороша, что она очень хорошо держит форму. За счет того, что мы каждую вторую петельку снимаем, у нас немножко вторые петельки подтягиваются, они не такие расхлябанные получаются, и поэтому полая резинка хорошо держит форму. Да, вы можете провязать совершенно спокойно всю резинку таким образом. А дальше уже вязать свой узор, как, ну, как он у вас идет. Так, вот я последнюю петельку снимаю, и дальше у меня кромочная готова. Так, теперь мне нужно вязать резинку 2 на 2. Вот у меня все то же самое получилось, как и в предыдущий раз. Чтобы вязать резинку 2 на 2, нам нужно провязывать 2 лицевые, 2 изнаночные. Давайте посмотрим, что у нас тут получается по нашей работе. Сейчас у меня первая петелька лицевая, а следующая изнаночная. Если я провяжу 2 лицевые, то эта изнаночная собьется, и вид будет у них не очень. Поэтому мне нужно провязать сразу 2 лицевые. Я провязываю первую лицевую и буду провязывать третью лицевую. Чтобы у меня это все было красиво, я первую лицевую давайте сразу провяжу, меня это устраивает. Чтобы все было красиво, мы нашу изнаночную с нашей следующей лицевой поменяем местами. Я просто подхватываю лицевую петельку, все снимаю со спицы, затем надеваю изнаночную петельку назад и теперь надеваю лицевую. Я поменяла изнаночную с лицевой местами, как мы вяжем косу, как мы жгутик вяжем 1 на 1. Затем я провязываю второй раз лицевую. Так, сейчас я провяжу ее аккуратно. У меня тут ниточки запутались. Второй раз провязываю лицевую. У меня 2 лицевые рядом. Дальше, видите, у меня рядом 2 изнаночные, потому что у меня была изнаночная, которая у меня где-то там была, и вторая изнаночная, которую я только что поменяла местами с лицевой. Вот я провязываю изнаночную раз и изнаночную 2. Таким образом мы выходим на резинку 2 на 2. Так, первый ряд очень трудно провязывать только мне. Трудно, не скажу, что прям совсем все легко идет, трудновато, особенно для первого раза. Немножко может быть непонятно, но старайтесь, все получится. Я думаю, что 100% получится. Дальше мы провязали 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше что мне нужно делать? Мне нужно снова 2 лицевые. Я первую лицевую провязываю, у меня следом идет изнаночная, потом лицевая. Я их меняю местами, чтобы у меня шла сначала лицевая, а потом шла изнаночная. Так, первую лицевую провязала, дальше вторую лицевую вяжу, изнаночную вяжу, которую только что поменяла местами, и у меня изнаночная, которая у меня была ближе к концу ряда. Вяжу изнаночной. Вот, смотрите, я уже провязала 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше у меня снова лицевая, мне подходит. Теперь мне снова нужно поменять местами, чтобы у меня сначала шла лицевая, а изнаночная уже потом. Так, провязываю вторую лицевую, и тут у меня 2 изнаночные уже готовенькие.
провязала. Получается резинка 2 на 2. Дальше вяжу лицевую снова, здесь меняю местами. Просто подхватываю лицевую, все снимаю со спицы, надеваю сначала изнаночную, потом надеваю лицевую. Вторую лицевую провязываю, дальше 2 изнаночные у меня идут. Вот, таким образом все это и вяжется потихоньку. Дальше снова лицевая, тут меняю местами, чтобы у меня впереди была лицевая, позади изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Готово. Снова лицевая, и тут меняю местами. Ну, я думаю, что вы логику поняли, да, как это все происходит. 2 изнаночные. Думаю, что когда возьмете спицы в руки, вы все поймете. Так, тут лицевая, и снова меняю местами. Это будет мой первый ряд резинки. 2 изнаночные, лицевая, меняю местами. Вторая лицевая, 2 изнаночные. Сашуль, вижу брошечку, покажешь потом, чтоб полюбоваться. А я ее показывала вчера. Ну, я вот вам покажу, чтоб вам было не скучно, чтоб вы не на спицы смотрели, а еще и параллельно на что-то, чтоб не только спицы мелькали. Вот в конце у меня 2 изнаночные. Давайте посмотрим, что у меня там в начале. У меня должно быть в начале 2 лицевые. Да, все отлично. Значит, раппорт моего узора получился. Переворачиваю, вяжу второй ряд. Давайте я тут отмечу тоже 6 рядочков, чтобы потом сравнить. Я и те провяжу и посмотрю, что мне подходит. Так, первый связали, вяжу второй. Ага, у меня с эфиром что-то. Ах, жалко, жалко. Сейчас я постараюсь его еще раз включить. Ну, хотя странно, у нас еще времени много. Еще провяжу один рядочек, потом включу эфир. Так, вот 2 лицевые. Тут у меня уже все легко, потому что я уже поменяла местами, мне больше менять местами не нужно. Я вяжу так, как у меня петли идут. 2 лицевые, 2 изнаночные. И вяжу себе спокойненько до конца своего рядочка. Это будет мой второй ряд резинки. Сейчас покажу, что получилось. 2 лицевые, 2 изнаночные. На ютубе кто смотрит и кто не знает, не бывает в моем инстаграме, кто не знает, что вообще происходит, эту я брошечку на заказ делала. Я просто очень сильно увлекаюсь бисером, и это моя вторая, я бы даже сказала, любимая работа — создавать украшения из бисера. И вот я наконец-то закончила эту брошечку. Тут, кстати, у него еще такая висюлечка есть. Пиратик. И как раз девочки попросили показать поближе. Она у меня тут на столе лежит, потому что все, что я только что доделала, я обычно кладу себе на стол, чтобы полюбоваться, потому что скоро она уедет к хозяйке. Ну вот, так выглядит резинка 2 на 2. Тоже эластичный край. И также выглядит низ, как и в первом случае. Вот. Сейчас я попробую включить эфир, а камеру поменяю. Потому что я уже, в принципе, все рассказала и показала. Я думаю, что все понятно. Сейчас, может, чуть еще повяжу, посмотрю, что там будет с эфиром. Так, ну попробуем. Ух, я ж вспотела. Что-то я не нажала кнопочку. Сейчас можно сравнить, как выглядит 1 на 1 и как выглядит 2 на 2. Давайте лучше так. Ну, 2 на 2 еще не видно, ее еще нужно провязать. 1 на 1 уже видно четко, а 2 на 2 еще какая-то белиберда. Давайте я еще чуть-чуть провяжу, пока девочки подключаются, провяжу 2 на 2. Это у меня будет 3-й рядочек. О, вы так быстро подключились, что-то, в общем, у меня опять с эфиром беда. Ну, я показала, как вязать полую
резинку, как набирать сначала, да, потом как вязать полую резинку и как с нее переходить на вязание 2 на 2, 1 на 1 резинки. Я сейчас хочу еще резинку 2 на 2 чуть-чуть провязать, чтобы посмотреть, сравнить, потому что пока не видно, пока белиберда получается. Ну, то есть из-за того, что у нас наборный ряд 1, потом резинка 2, но вот сейчас уже получше. Хочу еще провязать, чтобы вы четко видели, как оно переходит одно в другое. И сравним с резинкой 1 на 1. Я подумаю, что мне больше понравится, что я себе захочу оставить на свитерочке. Кстати, еще я заметила, что тут я вяжу вот очень слабо. То есть я спицы взяла-то другие, образец я вязала спицами более острыми. Более тупыми спицами, как оказалось, я вяжу более рыхло, и мне, наверное, нужно будет снова образец связать, чтобы сделать новые расчеты. Я переживаю, что я просто плотность поменяю. Более острыми, оказывается, я вязала туго. А мне хочется вязать свободно. Я могу, конечно, себя контролировать, но я не люблю. Саша, у вас так много пряжи. Ну да. Так, это мой следующий ряд. Снова вяжу. Это я сейчас вяжу резинку 2 на 2. Хочу провязать все то количество рядов, которое я задумала. Ну что, понятно вам, непонятно, пишите. Я думаю, что хоть что-то было понятно. Напишите, очень интересно знать, не зря ли я это все затеяла, не зря ли я это все впихнула в одно занятие. Как-то низковато. О! Ну, мне и 2 на 2 нравится. Но я вообще планировала 1 на 1. Ну, сейчас я и ту чуть-чуть провяжу, и ту. Покажите прибавки. Ой, прибавки я показывала уже так много раз. Мы вязали и платье, я показывала прибавки. Мы вязали свитер регланом, я показывала прибавки. Мы вязали, когда с вами берет, я показывала прибавки. Почему-то мне показалось, что прибавки уже очень понятны, и вопросов по ним уже точно не будет. Я прибавки делаю просто перекрученным накидом. То есть я беру ниточку, вот так делаю такую петельку, и наматываю ее, надеваю, да, эту петельку на спицу. Вот, смотрите. Вот так, я думаю, хорошо понятно. Затягиваю это все дело, вот моя прибавка. Плюс 1 петелька. В этом случае, так как у меня есть узор, в этом случае я буду делать прибавки сразу после кромочных. Мне так будет удобнее, потому что узор не будет сбиваться, не нужно будет там что-то куда-то подгонять. То есть кромочная прибавка, петли мои, которые относятся к узору, прибавка кромочная. Если у вас лицевая гладь, либо изнаночная гладь, ну то есть что-то монотонное такое, я вам советую делать прибавки кромочная, лицевая, ну или ваша рабочая петля, изнаночная и прибавка. То есть оставлять еще одну петельку с одного края, со второго края, для того, чтобы когда вы будете сшивать, чтобы у вас кромочные, понятно, они уйдут в шов вовнутрь, но вот чтобы у вас красиво шли 2 лицевые петельки рядышком, а затем шли прибавки. Тогда шов будет выглядеть еще более аккуратно. Кажется, в платье, да, мы еще делали прибавки, я тоже показывала. Нет, или я там убавки показывала. Ну вот я сейчас вам показала, так я это и делаю. Можете делать то же самое. Можно прибавлять из протяжки, потому что у меня потом очень много возникает вопросов. Вот вы делаете так, а я привыкла так. Правильно ли это? Правильно, любой способ прибавки будет правильным, потому что как привыкли, так и делайте. Я тут не думаю, что есть только один лишь правильный вариант. Так, сейчас я почитаю. Ну вот у меня получается резинка 2 на 2. И вот такой край. Вот оно как получается. Приветик, Ульяна. Сашенька, потом покажи, пожалуйста, поближе оба варианта. Да, я хочу сейчас провязать этот и тот, и потом сравнить. Получилось провязать 2 ряда, вяжу дальше. О, вот это класс, это я уже вижу, есть результат. Саша, все понятно, спасибо, спасибо. Все понятно.
Так, покажите прибавки, я прочитала. Ну все, некоторые девочки пишут, что понятно. Я рада. Ого, у меня тут кромочная слетела. Так, подняла. Все, теперь все нормально. Еще провяжу. Раз, два, три, четыре, пять. Саша, в узоре двойной жемчужный есть раппорт? Что такое двойной жемчужный? Это когда вы вяжете раппорт, в смысле в ширину или в высоту. Это когда вы вяжете лицевую, изнаночную, и в следующем ряду как бы все то же самое. То есть у вас в высоту 2 петельки одинаковые, правильно? В любом узоре, честно говоря, есть раппорт. В лицевой глади есть раппорт. То есть тут не может быть такого, что раппорта нет. В лицевой глади раппорт одна петелька. Одна в высоту, одна в ширину. В такой жемчужной, как я сказала, тоже есть раппорт. Это 2 петельки в ширину и раз, два, три, четыре петельки в высоту. Саша, какое впечатление от пряжи? Нравится? Ну, пока да, прикольно. После влажно-тепловой обработки она распушилась, помягчела. Ну вот, помягчела, да, есть такое слово. Вот она какая получилась у меня. Ну, наверное, не видно ничего в видео, но она реально стала мягче, и она немножко распушилась. И мне кажется, что я вот все-таки я еще один образец свяжу, потому что я что-то как-то не успеваю это все дело обработать вместе с вами. Вас учу, а сама не успеваю. Потому что я хочу убедиться, правильно ли я номер спиц выбрала. Я свяжу все-таки. У меня еще один есть образец, он где-то внизу валяется. Он как высох у меня, там я его таки оставила. Есть еще один образец, мне он не понравился, он был слишком жидкий. Но я вот этот образец вязала спицами острыми, а вот это я вяжу спицами тупыми. И вот я вяжу тупыми, мне кажется, что я вяжу гораздо рыхлее, хотя номер тот же. То есть я просто подумаю, еще свяжу вот этими спицами образец, еще раз все померяю, посмотрю, возможно, переделаю расчеты под новую плотность вязания, потому что я, пока сомневаюсь, мне хочется быть уверенной на 100%. Вот так резинка выглядит 2 на 2. Давайте сейчас я свяжу еще 1 на 1. Летит пряжа и прям нос чешется. Добрый вечер, Сашенька и девочки, приветик, Залина. Рассчитала рукав, начинаю вязать. О, круто. Вы так быстро включились, прям вообще класс. Сейчас я снова на эту штучку, давайте я сначала на спицу, а потом на эту штучку, на булавку передену в петельки, переодену. Мне иногда слова какие-то, и мне кажется, что я какие-то глупости говорю. И сравним, я свяжу еще резинку 1 на 1, чуть-чуть, может пару рядочков. Край у резинки шикарный, спасибо, Неля. Ну вот, повторяй, и будет все то же самое. Нам еще важно потом будет закрыть. Так же красиво. Тоже я уже 100 лет назад это делала. Тоже надо будет как-то вспомнить. Руки могут помнить, а голова-то может не помнить. Знаете, у меня был такой случай. Меня однажды попросила женщина. Я работала в магазине, продавала всякие рукодельные штуки, материалы для рукоделия. И часто ко мне приходила одна женщина с девочкой. Девочке было 7 лет. Ее Лиза звали девочку, зовут. Вот, и они покупали все время бусинки, девочка просто делала браслетики, просто нанизывала бусинки на ниточку. Потом вошли в моду шамбалы. Я думаю, что вы все помните браслеты шамбала, которые с вощеным шнурочком, и тоже красивые бусинки, там и натуральные, из полимерной глины, и стеклянные всякие вставлялись, и просто чисто пластиковые обычные. То есть можно было целую кучу вариантов придумать. И вот появилась мода на эти шамбалы, и я помню, их плела, продавала, очень было так все как-то слишком бурно в то время, потому что эти шамбалы очень много плела. Вот, и эта девочка заметила, ей понравилось, и причем как-то я ей приглянулась, и мама попросила меня провести девочке урок. Чтобы я показала ей, как плести эти шамбалы. И я пришла домой к ним, такая вся деловая, принесла материалы, там все так круто. Сейчас мы с тобой будем, Лиза, учиться. Я села и начала вощеным шнурочком плести этот шнурочек. Я села, взяла этот вощеный шнур,
и поняла, что я ничего вообще не помню. Вот у меня полностью вылетело из головы. Я так сильно переживала. Это был мой первый урок. Вот сейчас я с вами-то уже более свободна, а тогда это был мой первый урок, причем, естественно, мне за это заплатили. И я понимала, что это все за деньги, и мне важно, ну, правильно все рассказать. И я забыла, я не знала, как это плести. В общем, я так посидела немножко, я увидела, что мама увидела, что я ничего не понимаю, что происходит, заволновалась. Ну, там хорошая была девочка и хорошая мама. Ну, мы с ней так немножко посмеялись над этим, но мне было не очень смешно. Короче говоря, все равно у меня руки вспомнили. Все равно я покрутила этот шнур и начала плести. Потом просто расслабилась и вспомнила абсолютно все, и мы с девочкой очень хорошо позанимались. Вот мне кажется, что с вами у меня то же самое может быть, что я уже давно это не делала, я сейчас камеру поверну, например, что-то начну рассказывать и пойму, что я ничего не помню. Мне тогда было ужасно стыдно, я прям сидела, мне казалось, что я вся красная, ну, настолько я была очень, очень обеспокоена тем, что происходит. Но это было давно уже, это было, наверное, в 13 году, по-моему, в 13-м. То есть это было 4 года назад, я была еще совсем юная. Так, приветик. Ой, ой, вы так много написали. Делаю ДЗ номер 3, не пойму, как делать расчет с рапортом в двойном жемчужном узоре. Точно так же, как я, только у вас количество петель должно помещаться, в раппорт должен помещаться ваше количество петель. То есть, если у вас раппорт 2 петельки, значит, у вас количество петель должно делиться на 2. При переходе на резинку 2 на 2 получились протяжки. Что не так, получается плавный переход. Что не так, не получается плавный переход. Попробуйте еще раз. Я вам советую пробовать и пробовать. Все должно получиться. Вот прям берите мое видео и пробуйте. Я думаю, что получится. Может быть, где-то что-то не так вы увидели, не так поняли. Самое важное в первом рядочке понять... Ой, у меня тут спустились ниточки. В первом рядочке понять, какие у вас петельки лицевые, какие изнаночные. Вот это самое важное, потому что если вы там, по-моему, перепутаете, не получится. Вот у меня то же самое. Вязала острыми спицами образец, вышел один. Перевязала тем же номером спиц, но с тупым концом образец вышел шире. Вот мне тоже нужно перевязать. Я чувствую, что у меня не получится мой размер свитера этими спицами. Острыми спицами вязать не хочу, не получается из этой пряжи. Пряжа 12 слоев, и все время острая спица норовит вставиться именно между ниточек. Приветик, приветик. Сашуль, покажешь, как будет время, брошку. Я ее показывала, вот она. Ай, сейчас, лишь бы тут что-то не оторвать. Очень аккуратно стараюсь. Ваши интересные слова поднимают настроение, особенно когда вы сами акцентируете на этом. Типа вот я сказала. Мне кажется, Саша всем нравится. Не всем я нравлюсь, девочки, не всем. Почитайте у меня, ну, конечно, нельзя такое рекламировать. Почитайте у меня ВКонтакте комментарий под последним постом. Двойная резинка на тонких спицах очень симпатично получается, но отверстие, наверное, в двойной не сделать. Отверстие то же самое, точно так же делаете, как я вам сказала. Можно еще потом ниточкой зашить. Добрый вечер, ниточкой зашить те части, которые вы будете закрывать. Добрый вечер, хотела итальянский набор посмотреть, я опоздала. Добрый вечер, будет у нас запись на ютубе, и также вы сейчас после эфира сможете посмотреть запись в инстаграме. Привет, приветик, Екатерина, довязываю рукав, хотелось начать тушку, да расчеты будут не скоро, а что впереди выходные? Впереди выходные, буду думать, как там, да что... Я почему на выходные это все оставила, потому что многие очень медленно вяжут, и как раз рукав успевают связать за выходные. Очень мало тех, кто может рукав за день связать. Менять петли спереди надо или сзади. Может, из-за этого менять петли спереди или сзади. Ну, естественно, та петелька, которую вы должны провязать сейчас, она у вас должна быть впереди. Изнаночная у вас будет позади. Лицевая впереди, изнаночная позади. Крутая брошь, я в восторге, спасибо. Привет, супер брошь, спасибо. Какой замечательный свитер на вас. Спасибо большое, девочки, здравствуйте. Так, давайте я буду вязать дальше резинку. Хочу показать вам два варианта.
И все, я замолчала, я в работе. И вы тоже ничего не пишете. Сейчас еще рядочек провяжу и сравним. Какая же красота в руках. Ой, спасибо вам большое. Я не ожидала, что всем так понравится, потому что, в принципе, девочки любят такое все, знаете, цветочки какие-то, может быть, там какие-то бабочки. А вот что-то в таком стиле не все любят. Я тоже, честно говоря, не очень хорошо отношусь к черепам, но тем мне активнее хотелось сделать эту брошь, потому что я думаю, что я для себя точно такое не сделаю никогда, а шанса у меня больше не будет. Поэтому я за один день ее вышила, у меня такое вдохновение накатило после сообщения Дианы, ну, которая заказала эту брошечку учительнице. И за один день все это вышила, а потом несколько недель доделывала. Сколько вам лет? Мне 26. 26? 26. Простите, я забываю, сколько мне лет. Мне будет почти через месяц, чуть больше, 27. Саша, как проще, 2 рукава вязать сразу и потом второй соединять с изделием или заморачиваться, чтобы края у резинок получились одинаковыми? Я бы заморачивалась, потому что я всегда за более сложный способ, чтобы научиться, чтобы поднять себе опыт. Сашенька, ты вязать... вязала бусинками что-то? Нет, ни разу с бусинками не вязала, даже не знаю, как это делается. Так, мы тоже в работе, я поняла. Я немножечко опоздала, скажите, что за ниточки? Это бобинная пряжа итальянская, меринос стопроцентный. Названия там нет. Очень хочу научиться тоже делать такую красоту. Спасибо. Ну, я не знаю, я не уверена, что я буду делать мастер-класс по брошкам. Но так много желающих, просто у меня пока еще не возникла какая-то общая картина этого мастер-класса. Может быть, когда возникнет, тогда сделаю. Саша, как делать прибавки? Свитер весь резинкой 2 на 2 вяжу в круговую. Можно, вы участвуете в интенсиве? Я скину фотографию рукава там, где у меня платье резинкой 2 на 2 связано. Я покажу, как я делала прибавки. Вы можете здесь делать их, либо здесь. Здесь вы можете, да и здесь тоже. Вы можете выбрать по центру, например, 2 дорожки из лицевых петель или одну дорожку из лицевых петель и рядом с ней делать прибавки справа и слева. И у вас тогда появятся новые дорожки. Это выглядит хорошо. Так прикольно, задумалась, сколько лет. Ну, я даже пост об этом писала. Мне очень сложно запомнить, сколько мне лет. Я, наверное, после 20, после 21 очень так сразу начинаю думать. Ну, удобно, что я в 90-м году родилась, и легко понять, сколько мне. 17, значит, мне 27, но так как я родилась в декабре, сейчас еще не декабрь, значит, мне 26. Милая, свежая, добрая девушка, спасибо вам большое. Что значит бобинная пряжа? Бобинная пряжа, она продается в бобине. Как правило, это пряжа для вязания на машинке, на машине, да, на вязальной машине. Она тоненькая, ее нужно скручивать в несколько слоев, несколько сложений. Также она пропитана определенным, опять не знаю, пропитана пропиткой. Какое-то есть слово, я забыла. Вы понимаете, в общем, она пропитана каким-то веществом, чтобы она была более жесткая, более плотная, чтобы она не пушилась, чтобы ей удобно было вязать на машине вязальной. Вот, но также ее используют в вязании руками. И она, кстати, гораздо дешевле, потому что на ней нет этикеточки, она не перемотана в удобные моточки, а за это, конечно же, вы все платите денежки, и она не перемотана в большое количество слоев ниточек. Вот, она дешевле, но у нее очень разнообразная палитра составов, то есть вы можете купить кашемир в бобине гораздо-гораздо дешевле, чем кашемир просто в моточке. Очень много сейчас, кстати, интернет-магазинов, не знаю, инстаграмов, да, которые продают эту бобинную пряжу. Я сама, честно, ни разу не покупала, это моя первая, я ее купила в Киеве в физическом магазине. Вот. Давайте сравним теперь. Я чуть-чуть провязала. Сашенька, может, подскажешь, там просто на 2 длины изделия добрать петли или есть свои нюансы на плече? Так, на 2 длины. Да, нужно добрать наперед и на спинку и вязать до выреза, а потом оформлять вырез. Там нет никаких нюансов.
Кто-то вяжет с бусинками, набирая их на нитки и потом привязывает, кто-то вышивает на готовом изделии. Ну, вышивает, то понятно, вышить я смогу, это 100%, но вот продевать бусинки в пряжу, а потом вязать, мне кажется, это так заморочено, я бы, наверное, вышила. Пряжа, не размотанная в мотки с фабрики на бобинах. Да-да-да. Прибавки в жемчужном узоре. Как делать? Точно так же по краям, как делаю я здесь. Буду делать. Можете подсказать, из какой пряжи состав связан розовый свитер, что на вас? Ой, это очень тяжело. Сейчас я схожу за составом и вам скажу. За этикеткой. Вот этикетка. Сейчас я сама посмотрю. 40 акрил, 20 кашемир, 40 мериносовая шерсть. Ну, что-то я сомневаюсь, что тут кашемир настоящий. Ну, вот акрил тут такой блестященький. Мне это не очень нравится. Ну, так, мягкая пряжа. Так, извиняюсь, что сообщение отправляется. Видимо, пальцы сильно толстые, нажимают на «отправить» и все. А я не вижу лишних сообщений. Умничка какая, таких людей мало, преданных своему делу. Спасибо, приятно. Это вы, наверное, про меня? Где купить такую пряжу в бобинах? Очень много есть в Инстаграме профилей, которые ее там продают. Но я ни разу не покупала, поэтому я не могу рекомендовать. Просто посмотрите, поищите. Ну вот, резинка 1 на 1. Тоже у нее вот такой край, как на резинке 2 на 2. А вот резинка 2 на 2. И у нее тоже такой край. Видите, края одинаковые. Какая-то она у меня кривая. 1 на 1. Да, петли такие все гуляют. Ну вот, 1 на 1, 2 на 2, а край одинаковый. Спасибо вам огромное. Не колется свитерок? Нет, не колется. Пряжа вообще не колючая. Хотя для меня, я не скажу, что я чувствительная, но если колется немножко, я всегда об этом скажу, потому что я знаю, что люди разные бывают. Вязать из бобинной сложнее? Мне пока нет, мне не сложнее. Ну, единственное, что много сложений, и если у вас спицы острые, то спица норовит захватить не целую петельку, а половинку, то есть влезть в серединку ниточек. Но также она требует еще более тщательной влажно-тепловой обработки, ее нужно прям хорошенько вымывать в средствах во всяких стиральных для того, чтобы для стирки, да, средства для стирки, для того, чтобы выстирать вот эту пропитку. Сколько сложений пряжи вашей резинки? 12 мы вчера считали с девочками, 12 сложений. Так, я в Санни Ярн брала бобинную. Вот запоминайте, Яна советует. Советы от Яны. Рубрика в нашем прямом эфире. У меня вопросик про маникюр. Сама делаешь это лак или гель-лак? Нет, я не сама делаю. Это гель-лак. Вот. Ну, я уже тут долго сижу. В общем, я думаю, что вы увидели разницу. Я не знаю. Мне кажется, что я все-таки буду 1 на 1 вязать, как я и запланировала, резиночку. А 2 на 2 красивая все равно. Ну, наверное, 1 на 1. И еще раз свяжу образец, чтобы смотреть. Ну, я сейчас могу померить, сколько у меня сантиметров. У меня должно быть 25 сантиметров снизу. Вот, 25. Так, как перематывать 12 ниток? Ну, во-первых, она у меня уже была в 3 намотана. Она так продавалась в 3 ниточки. Затем я с весами перематывала в моточек 50 грамм намотала. Затем я просто брала, делала вот такую петельку. То есть вот я моточек намотала, тут моточек, тут бобинка. Делала вот такую петельку, и у меня получалось уже она в 2 сложения. Ну, то есть не в 2, а в 6. 3 и 3, в 6. И начинала снова перематывать. Перематывала до тех пор, пока у меня 50-граммовый моточек не закончился. На весы ставила, значит, у меня один был 50, второй 50, у меня всего получилось 100 грамм. Вот этот моточек 100 грамм. Ниточку я отрезала и дальше следующий точно так же начинала мотать. И теперь я вяжу с 2 моточков. То есть тут у меня 6, тут 6, всего вместе 12. Как вы ее столько сложений делаете, сами перематываете? Ну вот у меня была одна бобинка, поэтому я сама перемотала. Вообще, конечно, я хочу купить себе моталку, тем более она стоит копейки, и я куплю все-таки. Просто мне быстрее я поняла, что я перемотаю за полчаса, чем мне ехать за моталкой, это я потрачу полдня.
В Газали не настоящий кашемир, а синтетический. Вот, я ж про что. Я не верю, что тут кашемир. Спасибо, что вы написали. Так. Могу посоветовать один магазин, цены радуют, ВК-группа «Империя рассказов». О, спасибо большое, я запишу себе. А вдруг? Да. А вы сохраняете эфир? Да, сохраняю. Надо уйти, но с удовольствием хочется вас посмотреть. Санечка в эфире, привет, приветик. Я не помню точно, как пишется, через пробел или через нижнее подчеркивание или нет. Если что, мне в личку. А ты подписана? Может, я просто посмотрю в твоих подписках? Так, сейчас я хочу измерить, а я уже убираю сантиметр, хочу измерить, сколько у меня получилось, мне надо 25. Пряжа, кстати, образец у меня чуть-чуть изменился после влажной тепловой обработки, поэтому мне, наверное, где-то примерно так и нужно будет. Сейчас я померяю. О, у меня 23 сантиметра вышло. 23 и вот капелька совсем. Вы знаете, может быть, даже мне не нужно перевязывать образец. Ну, может быть, у меня так и получится все. То есть пока у меня даже меньше, чем мне нужно. А с учетом того, что я переживаю, что я вяжу слишком сейчас рыхло, то это даже хорошо. Ну вот, значит, такой я рукавчик и оставлю. Только я вот эту все-таки штуку перевяжу. Мне не нравится. Ну, как я тут начала, какая-то белиберда у меня. Так, мне нужно 3 сантиметра резинки. Да, вот, плюс у меня этот мой эластичный край, у меня получилось 3,5. Мне подходит, мне нормально. Значит, я буду вязать четко такое количество рядов. И думаю, этими спицами все нормально. Ура! Я все решила. Ну все, девочки, мы с вами час 10 общаемся, уже даже больше, чем обычно. Давайте прощаться. Я в понедельник буду рассказывать, как делать расчеты на спинку и вперед. Я сначала расскажу, решила это все разделить, чтобы мы не торопились, чтобы у нас не было чего-то там совсем. Яна, я знаю, я тоже подписана на них. Я помню эту ссылку. Точно, спасибо тебе большое. Но я не заказывала там, поэтому не могу рекомендовать. В понедельник я расскажу, как сделать расчеты наперед и спинку для моего случая, то есть когда у нас просто какой-то один монотонный мелкий узор. А во вторник я расскажу, как делать расчеты наперед и спинку на вырез. Почему я это все отдельно? Потому что там вырез. Вот я хочу разные еще вырезы рассказать, показать вам, ну не показать, нарисовать и все это объяснить. Вот как раз на следующий день, во вторник, мы будем с вами разбирать расчет петель наперед и спинку для каких-то узоров с косами, или когда у вас там совсем много-много разных узоров. Вот это тоже интересно, потому что многие не понимают, что делать. Я хочу такие-такие-то косы, у меня такая-то длина, как это все распределить. Вот я решила отдельным эфиром это рассказать. И, по-моему, в среду мы начинаем вязать. Или мы начинаем вязать в четверг, а в среду я рассказываю вырез, как сделать круглый красивый вырез, потому что вот тут у меня, например, квадратный, еще хочу круглый рассказать. Вроде все. То есть вы уже там посмотрите по своей ситуации, какой вам эфир подходит, и будете делать расчеты по мере появления эфиров. Те девочки, которые уже опытные, которые понимают, как делать расчеты, вы можете без меня сделать все расчеты и спокойно себе вязать. Так, Саша, в рукаве последний ряд не вязать, если потом его соединю с тушкой во втором рукаве. Да, да. Да, это будет шов как дополнительный ряд. Спасибо вам, хороших выходных. Спасибо, девочки. Я вот не умею пользоваться Инстаграмом, только научилась заходить в вам эфир, но мне хватает. Спасибо, так приятно, что вы чуть ли не ради меня здесь. Ну все, давайте прощаться. Я навязала своих разных краев этой эластичной резинки, итальянский наборный край. Слава богу, я его не забыла. Все, давайте тогда до понедельника. В понедельник 20:00 встречаемся и продолжаем вязать наш свитер или платье. Все, пока. Кстати, сейчас вяжу из 2 ниток, 1 бобинная. Яна, это то, что ты скидывала в чат наш, да? Я поняла. Ну все, пока, прощаюсь. Сейчас буду выкладывать этот эфир на YouTube.